Нет. Привет, ребята. Мы сегодня едем в один парк и пойдем посмотреть, что там есть. Славные девчонки бегают, играют, слава года, если никогда не унывают. Добрые, смелые, веселые ассистенты, любят приключения и лайки набирают. Лайки набирают, супер костюмы вместе надевают. Не вещанками они лишь так мечтают и никого никогда не обижают. А ну в машину. Я когда вырасту, хочу синий Мерседес Кабриолет. А это кто? Мы с ним не дружим вообще. Он говорит какашка. Сильнее, куда тянуть? Мама, она тоже водила. А что не включилось все-таки? Давайте помогу. Мальчик, ты иди к папе. Где папа? Пойдем. Папе. Мальчик. Что, может, говно наступило, что ли? И ты сейчас наступишь? Не надо, пожалуйста. Ну что ты коровье же, не человек, что ли? Что ты? Дальше коровий не пахнет. Здесь слишком много коров. И у дома мама даже умудрилась уступить мне какашку. Вообще в Абхазии дороги представляют большую опасность. Вообще мы любим страны с опасными дорогами, мы же экстремалы. Как-то вот так выходит. Очень много коров, они просто могут выйти внезапно и как бы, если неаккуратно ездить или торопиться, можно и вписаться в эту корову. Не только в лепешку, но и в корову. Абхазы вообще водят без правил, все время вылетают навстречу машины, даже страшно так тоже ездить здесь. Такие случаи постоянно. Мы живем возле дороги, ну не возле большой, но возле двухполосной дороги. И каждый день мы слышим вечером, утром, в любое время, каждый день по несколько раз мы слышим звук тормозов, визг тормозов. Вчера даже он был такой очень громкий, и в конце что-то бабахнуло, может быть, даже какая-то авария была прямо возле нашего дома. А тебе что больше нравится, визг тормозов или детский визг? Мне нравится больше пение птичек. У нас, кстати, в машине все стекла залиты смолой. Не знаю, видно на видео или нет. Как капли от дождя, но они не смываются. И вот машина стояла под соснами несколько дней. Все это, я не знаю, наверное, будет не просто отмыть потом. Да как, оно легко смывается. Вот. Да? Ну, с лобового, может, щетками, а на боковых это все держится. Хорошо очень. Наша старушка-машинка вроде пока ездит, все пока нормально. Тьфу-тьфу-тьфу. Кстати, Пойдем. коровья стоянка. Вот тут на въезде в Пицунду расположена такая остановка советских времен, очень необычной архитектуры, вроде как это летающая тарелка, я в интернете видела, в виде летающей тарелки. Там мозаика, ну, конечно, все уже поотваливалось, но очень все-таки такая архитектура была интересная, сейчас таких остановок уже не делают. Восстанавливать, конечно, к сожалению, никто это не хочет, поэтому это стало пристанищем для коров. Или минным полем, можно так сказать, кругом лепешки. Коровки отдыхают. А это вот на самом въезде в Пицунду находится. Вот видите, у нас машинка обзавелась шерстью из елок. Все это прилипло к смоле. Вот так вот такая красота.
Приехали уже в парк. Сейчас мы достанем все из багажника, что нужно. И дальше сейчас вот посмотрим, что тут есть. Пока мы отдельно видим замок какой-то каменный и с заборчиком обрушенным, чуть-чуть там заросли. Пока-то надо сзади достать. Это какая-то церковь уже. А вон там, да, дом недостроенный. Сейчас мы дальше посмотрим, что есть. Ну, ребятки, сейчас мы начнем с этого. Кукурузное поле мы пока видим перед собой. Ну ты иди покажи, что стоишь. Вот. Вон кукурузное поле. Это правда кукуруза, поэтому желтая. Сейчас, вырастет, наверное, через несколько дней. Все, наверное. Поехали. Самолетик, спасибо. Самолетик. Приехали мы в местный этнопарк в Абхазии. Он вроде как новый довольно-таки, на вид, по крайней мере, все здесь ухожено, на первый взгляд. Вот сейчас пошли в кассу, мужчина сказал, что там как многодетным за всех 1000 рублей всего, и дадут экскурсовода, если хотим. Вы можете без экскурсии, либо с экскурсоводом. Я как раз экскурсовод. Могу вам более детально рассказать про наш парк, все, что находится в традиционных домах. Это уже как вы хотите сами. Хотим. Да, вот мы можем сейчас начать с этого домика. Данный домик называется Акваски. В этих домах тоже у нас есть предметы, которые нам от местных жителей переданы. Такой более поздний дом вообще считается, данный дом. Это уже Апацха и Амхара. Это именно, что входит именно в наш музейный комплекс. Далее у нас есть еще эко-кафе, то есть после экскурсии, если хотите вы отдохнуть, выпить кофе на песке, там мороженое, компоты, все у нас домашнее. Потом мы можем туда тоже пройти. Лучное поле есть также на территории парка. Если хотите пострелять из традиционных луков, у вас есть такая возможность, либо покататься на лошадках. Вот такие дома, которые называются Апацки, они появились поздние, конец 19-го, начало 20 века. Полностью дощатый дом, сделанный из дерева. И, кстати, раньше дома такие были одноэтажные, они на сваях раньше держались. Но уже постепенно, к 20 веку. Здравствуйте. То есть уже зайдя во двор, вы наверняка заметили, что двор тоже большой. Все дворы раньше были всегда большими. Это тоже относится к нашей культуре, потому что какие бы мероприятия у абхазов не проходило, все это проходит у нас именно во дворе. Свадьбы, похороны, сходы на фамильные, всегда огромное количество людей приходило. У нас также представлены здесь традиционные заборы. Здесь вы можете увидеть, и они все разные, потому что раньше сосед от соседа не был похож, каждый все равно отличался друг от друга. Мы опять их разные показываем. Двор всегда держали опрятно, то есть по двору можно было определить качество своего хозяина. Мероприятия, допустим, те же наши свадьбы, там если во дворе это было, сегодня это до 1500 человек приходит гостей. Но раньше это максимум было 300, плюс-минус 300 человек. Все вот огромные шатры делали во дворе и играли, можно сказать, там свадьбу. Можем проходить внутрь. Это вот газари, пояс, кинжал и башлык. Это главные его элементы. Газари для чего они нужны были раньше? Сюда сыпали порох на один выстрел. Вот оно открывалось. Тут всегда был газированный порох, так как ружье раньше было кремниевое. Как бы здесь у нас с этой стороны вот вековой ковер висит кремниевое ружье. Закрывали, сыпали, выходя из дома, всегда мужчина имел при себе эти газыри. Но они, конечно, уже потом свою функцию теряют, уже к 30-м годам 20 века и выполняют чисто декоративную функцию. То есть куда бы мужчина ни шел, он всегда их переворачивал. Допустим, он шел на похороны. Все газыри были перевернуты вот в черный цвет, как вы здесь видите, к другу, к соседу, либо дома у него кто-то умер, было горе, значит, он все газыри носил вот в таком черном цвете. Пояс тоже является главным элементом, это ручная работа, кстати, это сыромятная кожа, как раньше пояса делали. Мужчина раньше никогда не снимал свой пояс, опять же, в зависимости, чем он занимался. В каких случаях он снимал, когда молился, когда выполнял какие-либо полевые работы, либо перед покойником на похоронах тоже снимали свой пояс. А так, находясь дома, выходя на определенное мероприятие, всегда был индивидуально именно свой пояс.
И, во-первых, он всегда четко подчеркивал талию, еще сама черкеска, вот эта черная, что вы видите, она плотно прилегает к телу. А раньше, чем туже сидела, можно сказать, сама черкеска так красивее считалась. Башлык тоже является главным элементом. Головной убор, без чего тоже никогда мужчина не выходил. На сегодняшнее время существует 14 видов завязывания башлыка, его так на голове завязывали. И по его завязыванию уже можно было определить, какое мероприятие шел мужчина. Там хорошее было мероприятие, там, допустим, компания, свадьба, каждое вот это мероприятие свое индивидуальное завязывание имело. Но сейчас вы здесь разновидности видите самого черкеска. Это черкеска более такая домашняя, то, что именно дома носилось. Там уже газари дома они не носили. Женский костюм всегда тоже присутствовал именно женский пояс, так как раньше такое главное значение вообще играло. Всегда у них, можно сказать, талия, она была подчеркнута. Можете проходить в эту комнату тоже. Пойдемте. Влад, у тебя есть вопросы? Есть. Яся, у тебя есть? Это костюм какого года вообще? Это сделали наши современные дизайнеры по эскизам. Мы ничего современного не носили в добавляем. каких годах? Это до 20 века каждый день носили, а потом уже они на второй план уже падают, чисто как, сегодня тоже очень многие начали носить уже, как на свадьбы, если пойдут, на какие-то мероприятия. Прям до 20 века она была повседневна, куда мы шли, и дома были рабочие костюмы, чтобы удобно было людям работать. Здесь также вы можете ознакомиться со свадебным платьем, как раньше выглядело традиционно свадебное платье. Раньше, когда невесту заводили в дом, на нее накидывали черную фату, как вы здесь и видите. А черная фата, она нужна была для того, чтобы невесту не сглазили, от сглаза считается. Как я и говорила, наши свадьбы проходят в большом количестве, даже и сегодня. А сглаз, в это верили, естественно, на нее вот накрывали. Почему даже сегодня-то? Сегодня уже нету черной фаты. По количеству просто в большом количестве играют, но у нас стреляют сегодня, когда невесту заводят в дом. Стреляют тоже от сглаза, чтобы гости, воздух, когда невесту заводят, чтобы гости не прищуриваются и до конца не засматривают сюда. Так оно и считается, можно сказать. Поняла, Влада? Эта палочка уже называется алабаши. Раньше вот были совет старейшин, как посох власти считайте. Куда бы раньше старейшина шел на какие-либо народные сходы, он всегда имел с собой вот такое алабаши. Кровь на месте раньше решалась с помощью вот старейшин таких. Они собирались между фамилиями, они решали. Вот алабаши плюс это холодное оружие, там вдруг чего мужчины и еще могут и защитить себя, так как это, можно сказать, копье с наконечником. Они тоже разные были, те алабаши. Допустим, когда он шел на охоту, всегда у него была именно вот с такой штучкой. Там в случае чего, какая бы ни была необходимость, он мог положить свое ружье и целиться из него. Вот такой, можно сказать, на все случаи жизни такая многофункциональная вещь была, при этом оно передавалось по наследству, там, по мужской линии, от отца к сыну, но если сын бы заслужил такое алабаши. Это, кстати, ему более 50 лет, вот сохранилось в семье, определенно нашему музею. Но не все сейчас будут дарить. Это ценность считать определенной семье. Сегодня, кстати, даже у нашего президента есть своя алабаши. Это еще в традиции было введено, когда как наша страна стала президентской, Владислав Арзенб его зовут. Он сам по себе историк, и он сделал в традиции как атрибут власти. Вот оно передается, вот там президент, символ власти, символ мудрости, он по сей день и считается. Такая алабаша. Это фотка? Местный житель Абхазии. Так выглядели раньше. Кто? Жители Абхазии. Тихо, не трогаем только. А это что? А это Ой, Вася. это что? Там музыка раньше так была, Влада. Так музыку слушали, допустим. Кути. Здесь у нас уже комната матери ребенка. О, это для нас актуально. Где представлены традиционные люльки. Вообще абхазские традиционные люльки, они всегда были узкими и без бортиков. И такой часто здесь задаваемый вопрос, как здесь вообще ребенок не выпадает. А ребенка первоначально было пеленали, а потом привязывали такими палочками. То есть крест-накрест, его привязывали, всегда он лежал здесь прямо, ребенок. И также фиксировать здесь ноги тоже. Ну, чтобы у ребенка в дальнейшем красивые ножки были, уже за этим здесь они следили. Люлька тоже передавалась по наследству, просто так его не выкидывали. То есть ребенок вырос, даже если детей не было, оно дома на чердаке всегда хранилось 50-60 лет. У многих по сей день так и хранится. Либо могли даже соседям отдавать, если у них там дети были. Но помимо детских были еще и вот такие кукольные, ну, чтобы дети могли поиграть. Это чисто кукольные. Туда клали уже куклы, и дети могли поиграть, девочки. Сегодня же есть коляски современные для бибибонов и так далее. Раньше вот их же отцы, их и деды сами уже вручную все и делали.
можете увидеть здесь сундук 19 века, то, что нам местные жители подарили. Кому она принадлежала? Ее звали Александра Гисба. Сама она жила в середине 20 века. Ну и этот сундук тоже ей передался. Кайзер, немецкая машина, Зингер. Раньше какие полотенца были, вы можете здесь посмотреть, они были четырехконечными. Потому вот сколько концов было вот на таких полотенцах, можно было определить, какая девушка-мастерица была. Так как они были еще и с 6 концами, и с 8 концами. Чем больше концов было, естественно, она считалась намного круче сама эта мастерица. И вот после того, как девушка вышла, такое полотенце его вывешивали около балкона. Там у нас тоже, кстати, висят они. А это показывало, то есть проходили гости мимо такого дома, они обращали внимание на эти полотенца. Значит, в таком доме жила девушка, молодая, еще была подсказка, что она была незамужней, то есть на выданье такая девушка. А там уже смотрели, какая она мастерица была, какая она хозяйка была. Так и раньше, можно сказать, выбирали себе жену по полотенцу, потому что все, кстати, эти полотенца, салфетки, которые это все оригинально, что сохранилось в семье. И вот нашему музею, вот сказать, передали. Одна из них сейчас вы видите, это такая речка, ну, она не везде такая, так как она течет со стороны моря в сторону гор. У нее направление чуть другое. Течет она со стороны Мюссерского поселка, здесь у нас есть в Гудаутском районе, из-под скалы вытекает. И уже из-за наклона, из-за рельефа, можно сказать, она в этом направлении течет. Здесь же на территории нашего парка еще вторая речка есть, называется Черная речка Мтищ. Впадает она в него, а эта черная речка уже обратно в море. Можно сказать, такой круговорот у нас здесь идет. Златоносная речка, данную речку, которую вы видите. Это вот здесь золотое руно, наверное, да? Да, возможно, так местные жители рассказывают там. Потом после экскурсии к нему можете спуститься, пофоткаться. Это сейчас она такая тихая, она во время дождей достаточно поднимается, мы укрепляем берега, но до парка русло мы не меняли. Делали его раньше из рододендрона, кустарниковое такое растение. Собирали, соседи у нас есть мастера, которые умеют плести вот такие дома, и его использовали как летнюю кухню. То есть они здесь, это как гостевой дом был, а готовили, можно сказать, все свое основное время. Сколько стоит такой дом сделать? Ну, сегодня это уже от мастеров зависит, я, честно, даже не знаю. По размерам еще и зависит от размеров. Вот. Там главный очаг у нас находится внутри Пасхи. Главное значение, главное место здесь лежал данный очаг. Он всегда был посередине. То есть, ну, несмотря на это, дым никогда, кстати, здесь не распространялся по Пасхе, так как он с обратной крыши его всегда вытягивал наверх. Такая же конструкция, можно сказать. Пройдет основная крыша. Там есть отверстие. Вот вторая, она чуть выше крыши, это со стороны просто надо посмотреть. Да, по бокам там дырочки. Всегда она идет спокойно наверх. Но бывает там при плохой погоде, иногда из-за давления дым здесь и остается. Очаг вообще это то место, где вся семья собиралась, и при этом у него есть такой свой сакральный смысл. Всегда его держали, вот, всегда горел очаг, у нас даже летом здесь он горел, и летом, и зимой, днем и ночью всегда за ним следили. Вот даже мужчина оставался там внутри опаски, чтобы не дать огню погаснуть ночью. Он завязывал огонь на ночь. Как он это делал? Собирал остатки от костра, засыпал их в золо, и сверху там несколько капель воды. До утра то, что внутри вот этот костра, что оно горело, и можно было на утро дрова кинуть, они сами по себе горели. Очаг просто был связан с жизнью. Из-за этого непрерывность жизни, можно сказать. Если внутри горел очаг, значит была жизнь в таком доме. Вот. Ну, в зимние времена, естественно, такие дома именно Пасху не утепляли, потому что это все определенное здание, да. Циновки делали такие. Пасхи, да. И этот дом более такой считается. Не все, и, кстати, не позволяли просто строить раньше, потому что там, когда наши слоги делились, все было похоже. Вообще мы с Лизой с собой не делали. Но материалы изготовления, конечно, раньше уже другой был. Можно сказать, там использовали. Чья это шкура? Это волк. Это серый. Где море? Где море? А где глаза? Вот. Это его космос. Это настоящий или искусственная шкура? Настоящий. Вот такие приспособления делали из дерева. Потом внутрь этого приспособления делали штырь, как палочку, куда наматывалась эта кожа. Его закрывали, сыромятную кожу, и крутили его налево, направо, она вытягивалась, данная кожа. И раньше вообще в основном использовали именно коровью кожу, так как она намного мягче. Ну, из него намного легче там что-либо сделать. Но именно это приспособление использовалось только для ремней, для поясов. Уже, допустим, там кожаные чевяки сделать здесь намного было тяжелее. Она его здесь удлиняла. Эта обувь тоже
достаточно ему уже много лет. Можете посмотреть, даже она уже очень крепкая. Это прям из коровьей кожи сделанная. Вот. Помимо газырей, то, что я как пороховницу вам показываю, еще отдельные были вот такие, тоже пороховницы, но это уже часть пояса считается. На пояс его вешивали. Вот. Это уже из рог сделано. Рога козленка и буйволиные рога. Высыпали, такая конструкция была у них. Вот. Седла здесь вы видите разновидности. Седло женское и мужское седло. Так как раньше девушки садились боком, это уже этикет был основной. Их обучали прям с детства правильно садиться на лошадь. Но как мужчина она уже могла сесть после того, как она замуж выйдет, переодевшись уже в более такую мужскую одежду. Но раньше были такие платья, они как мужские шли, можно сказать. Можно было ноги раздвигать и садиться уже на мужское седло. Эти два уже как раз одеют. Им тоже, можно сказать, достаточно много лет. Ручная работа. Те семьи, которые нам подарили такое седло, это их предки вручную все, можно сказать, делали. Видишь, а ты говорил некультурно на мопеде сидеть с расставленными ногами. Кажется, после замужества можно. Это уже детский ходунок, где обучали ребенка ходить. Такие специально делались с брусьями. Вот сюда сажали самого ребенка. И таким образом здесь обучали ребенка ходить. Вперед либо назад. Раньше у ребенка была одна траектория, либо вперед, либо назад. И, кстати, оно намного лучше считается. По сей день, кстати, используется он у многих, потому что здесь спина всегда ровная. То есть лишний раз здесь ребенок не сутулится, всегда даже ноги прямо он всегда ставит. И поменьше, естественно, траектории, чем в современных ходунках, которые используются. Терочники они, где обрабатывалась аджика. Вообще абхазская настоящая аджика, она считается сделанным именно на терочнике, потому что здесь его все вкусы не уходят. Тут прям с семенами раньше женщины делали. Сегодня, конечно, уже заменяющие приборы есть, но остались, ну, конечно, в меньшем количестве бабушки, которые по сей день на терочнике делают. Но в большом количестве они только чисто для своей семьи, возможно, делают. Ну, как-то уже чисто физически это все сложно. Всем этим камням уже более 100 лет. Хотя это обычный камень, да, с виду. Они уже свой этот тоже этап прожили. Уже у нас в музее. Хочешь домой отвезем такой? Кому Будешь камень? делать? А раньше даже женщины чисто физически, кажется, трудились. Были вот такие жернова, ручная мельница, считайте. Туда насыпали кукурузу, и таким образом они его крутили. То есть она выходила по бокам, эта кукуруза, мука, чтобы была, ну, мамалыгу, чтобы вы пробовали мамалыгу? Наше традиционное блюдо, это, можно сказать, вода, и в нем только мука кукурузная, больше ничего не присутствует. Раньше его вместо хлеба использовали, это плюс экологическая еда, несмотря на то, что его каждый день кушали, никогда от него и не пополнять. Из этого все были всегда. Только из кукурузной муки. Из кукурузной, да, делалось. Из манки. Да. Из манки-то сегодня уже начали делать. Там два вида добавляют. Раньше прям только из кукурузной муки все это делалось. Крутили, но на такое приспособление в день можно было только до 3 килограмм сделать, ну чисто физически. Делали, естественно, это только женщины. Да, женская работа была. Женская работа, Влада. Да. Это семьи еще и раньше большие были, это тоже плюс-минус надо с этим расчетом. То есть раньше семья максимально до 30-40 человек тоже достигалось. Еще одно исследование было, там в одном дворе, ну примерно как наш двор, там проживало до 65 человек. Это была одна семья. Несколько домов стояло, то есть у каждого все равно свое дело было. Каждый занимался именно своим делом. У нас по сей день есть села, где именно одна фамилия проживает. Это вот с тех времен одна семья, просто потом они чуть начали уже передвигаться, можно сказать. По сей день есть такие села и деревни, где одна фамилия у нас и проживает. Бытует мнение, что все-таки вот абхазская кухня, она не очень такая, ну как бы... Ну вообще для кого как. Это уже, наверное, ну вы должны попробовать сами это, каждый по-своему все равно говорит. Даже мамалыга, можно сказать. Ну, для кого-то она невкусна, для кому-то она нравится. Это уже кого как говорит. Это вы должны сами попробовать, чтобы оценку дать. У вас, кстати, есть возможность Апатска здесь тоже есть на территории парка. Вдруг, если вы захотите мамалыгу нас попробовать, у вас есть такая возможность. Малыши, хотите мамалыгу? Мамалыгу хотите? Вот эти, кстати, рога, тыквы, которые перед вами висит, раньше их вывешивали перед домами, это от глаза делалось все. Это тыква просто, вид такой, лагинарий называется. Это табак. Сейчас мы с вами в ремесленный пройдем. Табак? Да, мы из листьев табака делаем здесь сигарилы. Уже в ремесленном дворике я вам покажу уже. Мы сами, как конус. Но уже с появлением таких более современных домов его начали использовать как комнату для новобрачных. То есть в день свадьбы невесту заводили вот такой домик. Потом оно еще даже название у него меняется на Амхара Бхадж. Амхара тоже имеет перевод как там, где не слышно. Вот, его строили Так всегда. он же весь в дырах. Ну его утепляли. Как я говорила, как и Апатск, циновками, глиной. И сзади домов всегда, но стоял никогда не рядом.
Все, да, это традиционно. Как беседка большая. Это С навесками. ковром. Ковром. Сюда заводили невесту, здесь она проживала со своим мужем 2-3 недели. Вообще раньше даже до года проходило, потом это число уже уменьшилось. Был еще вывод невесты из этого большого дома, из Амхары уже в большой дом. Отдельно церемонию для этого делали. Амхару всегда строили сзади основного дома в 20-15 метрах вот от Апасхи сзади него оно всегда стояло. Здесь почему, как считайте, медовый месяц проходил именно в отдельных домах, а потом только ее официально приглашали в большой дом. И при этом муж к ней заходил тоже так, чтобы его семья его не видела. Ну, как бы более уважения не проявляли к именно взрослой семье. У нас очень много традиционных моментов, там со свекром не разговаривать, со старшими членами семьи, его, это раньше как было. Сегодня вот со свекром, кстати, по сети у нас не разговаривать. Такая традиция, она так и сохранилась у нас. Со свекром не Да, со свекром не разговаривать. Но он может, чтобы она заговорила с ним, отдельно для нее стол делать. Убивать жертвенное животное, стол делать, чтобы она с ним заговорила. Либо это уже А если изменит жена, ее тоже убивают? Нет, такого у нас здесь не происходит. Разводы Да. есть? Есть, конечно. То есть без проблем, да? Ну, сейчас уже, у нас, кстати, это документально, чисто это уже формальности. Даже когда невесту в дом заводят, там брак, не брак. Главное, то, что две стороны, то есть его и ее семья, это вот как раз, они уже это уже у нас официально считается. Ну, документы, это уже времена такие, это сейчас у нас как формальность считается. Привел он невесту в дом, она уже является его женой. То есть другого, в принципе, выхода нет. Главное, что и ее семья, и его семья, и официально это все знают. Все, у нас это вот самое важное значение играет. Вот такие Амхара, она строилась до середины 20 века, уже постепенно, можно сказать, сегодня тоже почти так проходит, просто уже гостиницы, есть отели, есть, уже выезжать за границу. Это табачный домик, где мы из нашего абхазского сорта табака, вот перед вами он висит, делаем сигарилы. Можете заходить, проходите. Вот, проходите, можете здесь вы посмотреть за самой технологией, как делают здесь сигарилы, вот как они выглядят. Сперва идет листок табака, вот, сейчас вы как раз сам процесс увидите. Там внутри тоже лежит табак, просто уже в измельченном виде. В листок табака закручивается. Еще, чтобы листики не отходили, мы делаем его из смолы. Ну, как клей используем. Смолу смешиваем вишневую с водой, она растворяется, и получается вот такой экологический клей. Вот сам табак, уже сушеный. Чем пахнет, Влада? Ковром. Ковром мокрым, да? В наше время, когда все переходят на электронки, эти с запахами разными, уже как-то это все кажется прошлым веком. И мы делаем опять же свою продукцию. Вот то, что в кафе там коробочки были представлены нам в наборе, чачи, меда, джика идет. Наши коробочки же, еще плюс традиционно мы еще будем прибор здесь тоже делать, чимамалыгу варят, фасоли мешалки, доски. Можете заходить посмотреть, что у нас там есть. Это Ладно, вот здесь такие аккуратно. коробочки, они как подарочные будут. Здравствуйте. Сколько коробочек стоит? Это 3900 стоит. Нормально, не так дорого. Ой, 3500 у меня. А еще не готовы, да? Да, я их собираю. Смотри, красивый подарочный, Маша, можно коробочку кому-то купить, чтобы положить что-то. Что? Ну что? Деньги? Много денег надо на такую коробочку, чтобы заполнить. О, прикольный светильник. Наверное, кружочками светит вечером. Проходите. Купи. Куда? Здесь у нас уже гончарная мастерская, где мы из нашей местной глины тоже делаем наши традиционные вот сосуды. Вся готовая продукция у нас здесь, можете посмотреть. Ну, помимо традиционных сосудов, мы еще и начали делать эксклюзивные работы. Шахматные фигурки вы можете здесь увидеть. Все они у нас по отдельности идут и в традиционной форме. Там с черкесками, с бурками, с головными уборами. Эту продукцию можно спокойно использовать в быту, потому что сама глина, она без химии, это наша местная глина, мы здесь живем на месте обрабатываем. Но это уже после обжига она приобретает, естественно, свой коричневый цвет. Тут есть еще и глазурированные сосуды, глазурь тоже бессвинцовая, его тоже из глины там некоторые виды делают, тоже без химии. Решили купить чашечки для кофе в экологической глине. 300 рублей комплект.
Здесь мы уже делаем традиционные абхазские ножи на заказ. Вот как они А выглядят. так купить нельзя, что ли? Здесь у нас мы на заказ только делаем, для индивидуально для каждого человека. У нас есть каталог традиционных ножей на сайте Апснепарка, где, кстати, у нас и заказывают, и делают такие традиционные Сколько ножи. стоит? Это уже куплено, но от 10 выше, можно сказать, уже дальше идет. Эти уже даже не куплены, они как макет показываются у нас здесь, примерно как они выглядят. Так, если какие-то дополнительные вопросы, вот у нас здесь кузнец, который нам здесь ножи традиционные делает, а вот заготовки еще. Для традиционных ножей у нас здесь еще есть коробочки, это тоже наш столяр делает вручную, вот как они выглядят. Приезжайте в Абхазию, в Апснепарк, будем вас всех рады ждать. А он же новый, да? Как давно? Как третий год мы работаем, да, с 2020 года. То, Маш, может быть, купим кусок земли, построим вот такой домик плетеный. Будем жить, большой двор, дети будут играть, по голове не будут ходить. Море рядом, горы, продукты. Да, потом через полгода ты станешь такой же злой, как все здесь, да? Живя в таком домике с дырками. Но если пить вино, наверное, не буду злой. Если... Зато если здесь жить, Маш, будем ездить на хороших машинах. Не знаю даже, что сказать. Что, могу тебе любую машину купить, какую хочешь. Я хочу жить у себя в своей стране, понятно? Не надо меня никуда тащить. Влада, а ты где хочешь жить? Нигде. В какой стране ты хочешь жить? Земля. Пришли пострелять из луков. Сейчас детишки у нас будут драться. Тут такая качелька. Одна на всех. Ой, смотри, что лампа упала. Мам, мне больно. Ты будешь смотреть, куда ты идешь или нет? Что, лавку сломали? В принципе, можем по очереди, если вы хотите. Да можно по очереди, да. Ну что, нормально получилось? Мама стреляет очень хорошо. Она почти попала в желтую. Ну, отгони эту жадину, горячую. На что всегда решать. Ударила по руке? Ну, чуть-чуть. Ну что, успокоилась, оторвала душу. Угу. Прикольно постреляли. Типа дарться по-крупному. Ну, на самом деле затягивает. Если бы не детишки, можно было подольше пострелять. Банан хочу! Банан хочу! Банан хочу! Банан! Мы сейчас в кафе пойдем, Ясечка. Как он Нет, называется? лошадки! Ну, Яся, А лук нельзя народ, рвать. пойдем где лошадки. У меня лук целый, пахнет теперь котом. Как после есть экскурсии, я люблю очень вкусно поесть. А что ты будешь кушать, Влада? Форель. Может быть, с картошкой. И я форель. И я форель. И Слава хочет. Слава, скажи, что это форель. Иди у Яськи спроси интервью, что она хочет поесть. А ты что камеру хочешь? направь. Картошку фри. А рыбка? Она хочет картошку фри. А если там нету, я что ты будешь есть?
Ты будешь орать вот так. Я пискля. Что, как запах есть какой-нибудь? Мама. Есть. Много заказов, видишь, не успевают готовить. Пойдем в другое место покушаем. Вот так бывает в Абхазии. Туристы пришли поесть, гости парка, а там у них какая-то, видимо, своя туса, какой-то праздник местный. Сказали, что не получится поесть. Кафе местный. Мама. Как я себе хотела. Как я себе хотела, идем тогда есть мороженое, пить кофе. Это нормальные куски? Нормально, нормально. Это нормальные куски. В общем, рекомендуем парк к посещению. Хорошее место, приятное. Спасибо. Про культуру Абхазии можно побольше узнать. Прогуляться. Надо Может быть, чтобы было не так жарко, мы в самый пекл, как сюда приехали. Можно приехать к вечеру, будет приятно. Видишь, я рассказываю, ты Я орёшь. видела, кстати, поехали по самой машине. Детишки. Поехали. Птишки. Мама, а там поехали на дороге последняя машина. А полицейских больше. Славные девчонки бегают, играют. Слава Влада, Яся никогда не унывают. Добрые и смелые, веселые сестренки любят приключения и лайки набирают. Лайки